Добрый день, друзья! Сегодня у нас видео под названием «Вопрос в копилку». Самый популярный вопрос от вас был: что же у меня за орхидея стоит по левую руку на полочке? Специально вам ее сняла с полочки для того, чтобы показать вот этот красивый каскадик. И самый, конечно, популярный вопрос, как она называется, не знаю. Вот представьте себе, в горшочке стоит название у меня кимоно. И действительно у меня была такая орхидея кимоно. Но то ли я перепутала название, поставила не в тот горшочек. Но, по крайней мере, кимоно у меня не цветет сейчас нигде. Но я редко что-то перепутываю вообще. Но расцвел не как кимоно, у кимоно другой цвет. А здесь получился, ну когда он стоит на полке, он кажется ярко-оранжевым, а вообще у него какой-то, наверное, терракотовый цвет, что-то с переливами фиолетового, розового, оранжевого. В общем, красивый. Красивый, сама удивлена, самой нравится. Но как называется, я не знаю. Цветет уже, наверное, второй месяц. Вот такой красивый каскадик. Ну с другой стороны тоже есть цветочки вот такие. То есть вот такая веточка интересная. Теперь по вашим вопросам. Несколько вопросов. Ну вот первый у меня стоит Джелена просвирнена. Вопрос о триходерме, о хлорелле зачитывать не буду, потому что я просто готовлю большое видео о триходерме, споробактерине, фитоспорине. Но хлорелла вряд ли бы там будет присутствовать. Будет еще микориза. Ну, где-то как-то они одинаковые. В одном таком маленьком ответе это невозможно рассказать все, поэтому я специально готовлю видео. И еще мы там с вами сделаем эксперимент именно там с триходермой или со споробактерином. Поэтому на этот вопрос я отвечать на данный момент не буду. Следите за каналом, в течение 2 недель это видео обязательно выйдет. Людмила Костенко. У меня стоит орхидея на наращивании корней. Сейчас отключили отопление, стало в квартире 18-19 градусов. Я заметила на корешках белую плесень. Скажите, как с этим бороться? Если да, то чем? Во-первых, холодно, сразу скажу. Уносите орхидею с подоконника, потому что если на подоконнике 18-19 градусов, то вода будет 16 градусов. Это очень холодно для орхидеи. Перемещайте ее в какое-нибудь более теплое место. Если появилась такая белая плесень или белый налет, ну, вы вытащите орхидею, уберите все это гнилое и опять поставьте на место. Только перенесите в теплое место и под хорошее освещение обязательно. И она продолжит рост своих корешков. Бороться с этим бесполезно, если она у вас была обработана Максимом. Если это было, например, 3 месяца назад, то можно еще раз Максимом обработать. Если это было месяц назад, смысла обработки просто нет. Просто орхидеи, корешкам именно орхидеи, там очень сейчас прохладно. Поэтому переносите. Ирина Оберц. Елена, у меня вопрос о воде. Вы поливаете водой обратного осмоса. Добавляете кальций или нет? Если добавляете, то какой? Не добавляю. Наоборот, мы убираем с вами кальций. Желательно убрать его из воды. Вы же знаете, что налет на чайнике это именно вот какие-то кристаллы кальциевые. Вот для того, чтобы не кальцинировались корни в горшке от производителя. Вот сейчас я вам покажу. Не покажу, но вот просто даже вот на моей орхидейке вы видите, что все корешки абсолютно зеленые. А если вы будете поливать кальцием, вот сейчас на рядышком стоящей орхидеи я вам покажу, что будет с корнями. Будет образовываться вот такой желтый налет.
То есть корень закальцинируется, и веломен не будет пропускать в себя воду. Зачем добавлять кальций? Он же не растворяется, не такой он растворимый в воде, чтобы его туда добавлять. Он будет осаждаться на наши корни. Это будет очень плохо. Так что не нужно добавлять никакой кальций. Чистый обратный осмос. Если нет обратного осмоса, прокипятите воду. Опять же, уберите этот кальций. Зачем его добавлять, не знаю. Саня сам. Длинный вопрос, наверное, надо зачитать весь. Подаренная орхидея 8 марта отцвела. Все видимые корни раскуклены и в грунте 5 штук, и воздушных 6 штук. Один новый растет снизу, растет листик. Вроде бы можно пересадить через 2 недели и начать удобрять азотом и фосфором. Нет, еще и калием. Азотом, фосфором и калием, и лучше всего взять удобрение еще с микроэлементами. То есть такое вот комплексное удобрение для листиков и корней. Но 29 марта обработала пятнышки на шее и на воздушных корнях орхидеи неразбавленным Максимом. Ну ничего страшного в этом нет. И так как в этот момент орхидею обрабатывала от трипсов погружением, то Максим попал в грунт. Но ничего в этом страшного нет. Можно даже просто, если нужно орхидеи корни замочить Максимом, можно просто налить вместе, просто чисто, ну как мы делаем, разбавляем Максим, наливаем его в горшок, держим орхидею, выливаем. Ничего страшного у вас не происходит. Максим попал в грунт, я испугалась, ничего, не надо абсолютно этого пугаться. Пересаживать или нет? Или ждать 3-4 месяца с момента обработки Максимом? Если вы намазали вот здесь основание орхидеи, и корням попала там, я не знаю, 100-я доля этого Максима, если прошло месяц-полтора, и если у вас столько хороших раскукленных корней, пересаживайте орхидею. Все равно удобрять раньше, чем через 2 недели, вы ее не сможете. Как раз вот пройдет это время, и вы можете спокойно удобрять орхидею. Ничего страшного не произойдет. Файрузе Сабирова очень просит рассказать про мои стеллажи, которые позади меня, очень удобные и, ну, как она пишет, аккуратные. Ну, не буду я рассказывать. Ну, простите меня, но не могу я рассказывать про эти стеллажи, потому что мы с мужем очень долго их планировали, собирали, ездили в магазин, обрезали эти полки, специально размеряли, покупали каждую запчасть, вот это отдельно. Это, ну, чисто мужская работа. Даже вот эти длинные трубки, он тоже все это резал сам. Рассказать для женщины это невозможно. Я при этом, при всем, конечно же, присутствовала, принимала участие активное в разработке этого стеллажа. Но как это сделать, рассказать невозможно. Ну уж простите. Александра Миленко. Подскажите, пожалуйста, покупаете ли вы орхидеи через интернет? Нет, я не покупаю. Я один-единственный раз в позапрошлом году купила орхидеи через интернет для того, чтобы вам показать, как придет посылка, что я с ними буду дальше делать. У нас достаточно продавцов в Ростове, которые получают точно так же малышей. И у меня живет недалеко девочка, но буквально мне 10 минут пешком до нее дойти. Если мне интересно купить такого малыша, я просто у нее делаю заказ, потом прихожу, забираю. У нас еще магазины там привозят какое-то количество малышей. Я вам недавно показывала, что я покупала малышей на выставке. К нам приехала девочка из Геленджика или Новороссийска, и я тоже подошла и купила этих малышей. Кстати, там я вам показывала ее визитную карточку. Если интересно, и кто-то написал, что у нее выписывали, да, достойные орхидеи. Поэтому я не покупаю, у нас есть возможность так купить, просто видя, что ты покупаешь. Очень интересный вопрос, но просто не Лена. Есть такой цветок мухоловка.
Есть такой цветок. Можно ли поставить среди орхидей, и он будет собирать всех вредителей? Для того, чтобы вредитель попал в мухоловку, он должен вырасти уже до взрослого. Например, трипс, у него там несколько стадий, личинка, ну и так далее, и так далее. И когда он вырастает с крыльями уже такой, который летает, вот до того, как он вырастет, он у вас пол-орхидеи съест и перепортит все на свете. А потом он, конечно, может попасть. Он уже личинки отложит, и яйца, и уже своих потомков там выведет. А мухоловка, ну что, ну муху она может крупную поймать. А поймает ли она трипса? Может быть, поймает, но у вас их будет уже миллион до того, как мухоловка начнет работать. Поэтому нет, такое не подходит. А клещи, например, они просто в мухоловку не полезут. И они до такой скорости размножаются, когда особенно тепло и сухо, что до мухоловки они точно не дойдут. Не вариант. Вот опять вопрос про микоризу, но я уже сказала, что я буду рассказывать вместе с триходермой, упомяну и о микоризе. Не знаю, как прочитать ник, написано у меня «теленародный». Сыплю ли я в грунт вермикулит? Нет, не сыплю, потому что вермикулит, ну, это такая тонкая мелкая слюда. Она в основном используется в почве, где она хорошо сохраняет влагу. Но вот представьте, если я в керамзит насыплю этого вермикулита, ну, во-первых, половина у меня вымоется. Во-вторых, куда-то она там просыпется, ну, в принципе, как и все вот мелкие-мелкие грунты, которые у меня просто вымываются. Поэтому его лучше использовать с почвой, с землей, но не с корой, не с керамзитом. Иногда приходят цветы, вот покупные горшки. Вот покупные горшки, вот смотрите. Там грунт такой очень влагоемкий. Я буквально вчера поливала цветы, поэтому корни будут все зеленые и казаться очень мокрые. Когда грунт вот такой влагоемкий, мелкий, и когда разбираешь, иногда, да, попадаются эти вермикулитинки, но у себя в своих орхидеях я уже не пользуюсь им. Они сохраняют вот именно... Влагу сохраняют там. Но так как мы же знаем, что орхидея всегда живет с воздушными корнями. И чем мы дольше сохраняем влагу, тем больше вероятность загнивания корней. Я наоборот делаю так, чтобы полить орхидею, и она сразу начала просушивать корни, как в природе. В керамзите это происходит очень быстро. Единственное, что в жаркий период, вот я потом вам буду рассказывать, как я чуть-чуть дольше сохраняю эту влагу для того, чтобы не поливать раз в 3 дня. Потому что когда более 200 цветов в коллекции, просто это сложно и очень трудоемко. Так что вермикулитом я не пользуюсь. Наталья Агрант. По незнанию намазала срезы зеленкой. И орхидея остановила рост. Можно ли подтолкнуть цветок к росту? Ну подождите, дайте ей адаптироваться после вот зеленки. Понаблюдайте за ней месяц. Я вам все время объясняю, что не нужно пользоваться йодом из аптеки, зеленкой, там еще какими-то, всеми средствами, которые продают у нас в аптеке. Но не помогает это. А навредить может. И о йоде у меня есть целое огромное видео, где я рассказываю, что не воспринимает орхидея йод ни в каком разбавленном виде. Это не та форма, в которую может орхидея. Это не хелатная форма. Йод вообще не может быть в такой хелатной форме. Ссылочки все оставлю о том, о чем я уже говорила и рассказывала. Я обязательно оставляю ссылочки в правом верхнем углу экрана, в описании под видео. Дайте покой орхидеи. Она это все сама переварит немножко, а потом, где-то через месяц, начните ее просто удобрять. И она у вас опять пойдет в рост. А пока просто поливайте чистой водичкой. Марина Зуева.
Перечислите, пожалуйста, сорта орхидей, имеющихся у вас, которые не выгорают. Вы знаете, мне легче перечислить сорта, которые выгорают, чем которые не выгорают. И что такое выгорают? Вот позади меня стоит орхидея. Вот там на заднем плане это панда. Вот когда она расцветает, ее лепестки имеют, не могу сказать, что насыщенный зеленый цвет, но зеленый приятный оттенок. Потом эта зелень уходит, и она становится такая бледно-желто-зеленая. Вот это все ее выгорание. Специально поставила еще несколько цветов. Сейчас еще добавлю, чтобы вам показать. Вот легато. Он распускается с более насыщенным окрасом. Потом чуть-чуть бледнеет. Причем в разное время года бледнеет по-разному. Например, когда распускается в лето и когда есть солнечные лучи, да, он становится более бледным. Вот сейчас он распускался зимой, вот это уже дорощенный цветонос у него, распустились эти цветочки месяц назад, он практически не выгорает. Больше всего выгорает попугай. И сейчас я вам его покажу. Попугай у меня на 2 цветоноса. Такие 2 цветоносика. Вот этот цветок распущен неделю назад. Но он буквально в 3 дня распускается очень ярко-желтым. Ярко-ярко. Но через неделю, видите, начинает выгорать. Яркие цвета исчезают, и остается он вот такого бледного цвета. Вернее, становится он вот такого бледного цвета. Но даже когда он теряет свою яркую окраску, я не могу сказать, что я расстроена тем, что он бледнеет. Мне нравится он и темный, и светлый. Это пирог Пикати. Когда он распускается, у него до темно-бежевого цвета эти лепестки. Потом теряют свой цвет и становятся вот такие с каким-то и бежевым, и розовым. Но мне даже вот выгоревший он больше нравится, чем когда распускается какой-то темный. Точно так же, но он у меня не цветет еще, а только набирает цветонос. Еще есть фронтера. Тоже вот по фону лепестка она тоже немножко теряет цвет. Вот именно фоновую окраску. А крапинки у фронтеры остаются такими же яркими, как были. Так. Очень часто теряют свою окраску вот такие желтенькие цветочки. Вот этот цветет уже давно, а вот этот недавно распустился. То есть более желтый, потом становится более бледный. А все темные, такие насыщенно окрашенные, сейчас попрошу снять позади меня наверху полку. Вот там наверху стоит притория, он темная. Вот такого насыщенного окраса практически цветы не теряют своего оттенка. Теперь ниже полка. Здесь тоже Манхэттен. Он никогда не теряет своего цвета. И там все, что стоит дальше, тоже остается
Вот как распустились, такого цвета и остаются. Рассказать обо всех, ну, просто невозможно. Вот это основные, которые у меня есть, и которые действительно вот так становятся просто... Я даже не могу сказать, что они выгорают, они просто бледнеют немного. Валентина Засим или Зосим, не знаю, как правильно. Ответьте, пожалуйста, торфяные стаканчики надо убирать? Верно, тем более, что орхидеи почти год, спасибо большое. Но через год просто нужно пересадить орхидею. И, конечно, убрать торфяной стаканчик. Пока у нас орхидея находится в покупном горшке, мы не убираем торфяные стаканчики. Пусть она там вместе с этим торфяным стаканчиком живет. Она год уже прожила с этим торфяным стаканчиком. Еще полгода до пересадки она вполне потерпит этот стаканчик, если мы будем поливать ее по краю горшка. Я все время, как только нарастают вот эти чудесные молодые корни, вот от шеи идет молодой корень, и орхидея цветает, я начинаю пересаживать орхидеи, тогда я убираю торфяные стаканы. Но через год, даже раньше, у меня не бывает такое, чтобы орхидея у меня провела в покупном горшке год. Но где-то максимум полгода. Или я не успеваю что-то пересадить, ну просто когда я действительно там или много, или я жду, чтобы корешки наросли, или вот у меня, например, одна из орхидей дала детку, я жду, чтобы детка дала корешок, она уже дала корешок, скоро будем с вами ее пересаживать. Вот тогда там может быть полгода простоит, но за год, через год вернее, надо обязательно пересадить орхидею, и тогда вы совершенно спокойно уберете торфяной стакан. Ник SNDZ 141. В прошлый раз говорят, что не услышали мнения по поводу биглипов. Сразу вам хочу еще, знаете, что сказать? Что когда вы пишете, например, капсом, большими буквами вопрос, или даете ссылку в своем вопросе, или вообще по непонятным причинам, у Ютуба свои алгоритмы. Мы с вами их никогда не узнаем и не разгадаем даже. Вот он может взять вопрос на проверку, а потом просто не дать мне его по новой увидеть. Поэтому, когда вы задаете вопрос, посмотрите через 3-4 дня под тем видео, где вы задали вопрос, появился ли вопрос и остался ли он там. Потому что мне приходит очень большое количество вопросов, причем каждый день, по 1000 вопросов каждый день. Я действительно могу что-то пропустить. Поэтому по поводу биглипов. Точно такая же орхидея ничем не отличается от обыкновенного фаленопсиса. Уход точно такой же. Все делаю абсолютно точно так же. Вот стоит биглип. Кстати, я вам все время его показываю. Вот он, этот биглип. Один из биглипов. Никаких танцев с бубнами около них не устраивает. Просто цветок другой. А все остальное все то же самое. Никакие они не капризные. Но у меня нет капризных биглипов. Вот стоит еще один биглип с прошлого года. В прошлом году его покупали. Он уже отцветает. Я его вам показывала. Пересаженный. Растет в керамзите. Абсолютно такой же фаленопсис, как и все. Екатерина Ермолова. Почему у деток орхидей отрастают корешки сантиметра по 2-3 и закукливаются? С грунтом не соприкасаются, пальцами не трогают, детки выросли без участия гормонов. Непонятный для меня вопрос. Во-первых, где растут детки? На цветоносах или это прикорневые детки? Что такое без участия гормонов? Это орхидея, которую вы недавно купили, или она у вас живет уже 2-3 года?
тогда может быть без участия гормонов. Если вы ее купили, вот буквально вот у меня есть орхидея, которую я купила, и через 3 месяца она мне дала детку. Это с участием гормонов. Потому что гормоны остаются очень долго в орхидее. И как я говорю, если орхидея сразу после, например, покупки, после того, как она отцвела, дает цветонос, я говорю, это старые дрожжи. Простите за такое выражение, но это она еще все на тех же гормонах, она продолжает выпускать цветоносы так же, как и детки. То есть если ваша орхидея действительно у вас провела 2-3 года, тогда, может быть, без участия гормонов у вас выросли детки. Екатерина, уточните мне, пожалуйста, что за детка, как не соприкасаются с грунтом. Но если она у вас уже давно растет, полейте орхидею с удобрением. Может быть, маме просто не хватает ресурсов вырастить детку, и чтобы корни у нее были хорошие. Вот она заканчивается ресурс, заканчивается рост корней. Может быть и такое. Поэтому попытайтесь сделать так. А вообще, если найдете свой вопрос, где вы его задавали, уточните мне, пожалуйста, я вам отвечу под вопросом. Вот, муж меня поправляет. Пожалуйста, сделайте новый пост под любым последним видео. Можете под этим сделать. Снежана Кермас. Она тоже задает вопрос о наращивании орхидеи в воде. Тоже появился белый налет. Я уже сказала, что если у вас действительно стало прохладно на подоконнике, вот именно в этот момент может появиться налет. Я раньше уже ответила на этот вопрос. Если будет еще что-то дополнение к этому вопросу, Снежана, пожалуйста, под этим видео еще раз уточните мне, например, какая у вас температура, где стоит орхидея. Тогда нам с вами будет понятно, почему появился этот белый налет на орхидее. Вот один из потерянных вопросов у меня. Один из них нашелся. Так, это Алла Иванцева. Купила 4 растения в размере 2,5. Оставила их в стаканчиках адаптироваться в моих условиях. И у одной из них заметила новый листик, какой-то корявый, с тонкими местами прямо просвечивающимися. Пролила все 4 актары от клеща. Сразу говорю, актара от клеща не действует. Актара совсем для других вредителей. Если вы подумали, что это клещ, то актара это не тот препарат, которым нужно пользоваться от клеща. Кстати, опять же, недавно рассказывала про все препараты. Какой препарат от клеща, какой препарат от мучнистого червеца. Так вот, актарой пользуемся от мучнистого червеца, трипса, щитовки и тли. Для клеща совершенно другие. Нужны ли повторные обработки? Нет, если вы увидели клеща, то актарой повторные обработки абсолютно не нужны. Но я думаю, что этот тонкий листик у вас растет потому, что вот эти наши малыши, которые мы покупаем в Амху, там, в интернете нам присылают 2,5, 1,7, вот эти маленькие, они обязательно стимулированы гормонами. И было у меня видео, не помню как давно, но вот просто показываю. Смотрите, вот даже большой лист, большой кривой лист, вот он закрученный. Как-то мне попалась такая орхидея, что на ней можно все показать. Вот закрученный лист. Вот внизу второй корявый лист. Вот он тоже закручивается. Это все последствия работы гормонов. Они и дальше будут. У меня есть такой сурфсонг, который даже через год растит такие кривые листья. Еще есть одна орхидея, которая вот так выкручивает листья. Ну, разные производители, разные садовники используют разные гормоны и разное количество гормонов. Поэтому
наверняка у вас не было никаких вредителей, а просто это продолжается действие гормонов. И была у меня такая маленькая орхидейка, я вам ее тоже показывала, вот мини-орхидейка, вот такая небольшая была орхидейка, сейчас это все ушло, показать уже невозможно. После того, как она вот с такими большими листами, я ее купила, она вдруг начала растить вот такой длинный-длинный отсюда, ну как стволик продолжался, и на нем были маленькие сантиметровые листики. Прошли все эти листики, их было, наверное, штук 6. Я все думала, что это на ней такое интересное растет. Потом пошли большие листья, и она засушила. Вот это действие гормонов. Поэтому я думаю, что у вас никакого там ни клеща, ничего не было, а действие гормонов. И еще лезет цветонос у нее. Обрезайте цветонос. Если у вас такое происходит с листиком, лучше убрать цветонос, дать орхидеи начать расти хорошие листья, поудобрять ее. И если есть уже хорошие, начали расти корешки, просто пересаживайте ее, поухаживайте за ней, ну хотя бы с полгодика, для того, чтобы она начала хорошо расти. А тогда уже дайте ей возможность процвести, потому что она сейчас всю себя отдаст в этот цветонос и не будет заниматься ни корнями, ни листиками. А нужно, чтобы растение было вот с хорошими листьями, тогда оно хорошо цветет. И с хорошими, соответственно, корнями. Татьяна Воронина. Вот маленький вопрос, но очень интересный. А цветут орхидеи, когда им плохо? Орхидеи цветут и когда им плохо, и когда им хорошо. Или как в последний раз... Или когда у нее все есть, все замечательно, листья, корни, вот тогда это хорошее цветение. А если у вас тут чахлые листики, там один-единственный корешок, и орхидея вдруг выпустила цветонос, то она понимает, что она из последних сил хочет выпустить цветонос, цветочки, чтобы ее опылили, и чтобы она продолжила свой род хотя бы семенами. Поэтому может быть и так, и так. Наблюдайте за своими орхидеями. И если вдруг вы видите, что орхидея действительно не в лучшем состоянии, и она выпустила цветонос, пожертвуйте цветоносом, сохраните и нарастите орхидею. Нарастите ей корни и листики, и тогда дайте возможность ей цвести. Гестия. Что значит холодно или тепло? Значит, в керамзите можно на мокрых пятках? В керамзите можно на мокрых пятках. Но мокрые пятки – это такой полив, когда вам нужно куда-то уехать. Постоянно держать на мокрых пятках я вам не советую. Корни все равно сгниют. И даже мокрые пятки, если вы ставите, наливаете в горшочек мокрые пятки, это значит, вот видите, у меня там немножко водички в горшке. Никак не достает вода до внутренней части горшка. А мокрые пятки, это нужно сантиметр налить. Так вот, эти мокрые пятки должны обязательно просыхать в любом случае. И я его использую только тогда, когда я надолго уезжаю и некому ухаживать за орхидеей. Тогда я наливаю сантиметр воды, и к моему приезду вся вода высыхает. Только в этом случае. И посмотрим с вами на жаркое, у нас будет лето или не жаркое, пока не очень жарко. Посмотрим. Вот можно вот так держать водичку, вот видите, ниже значительно. Но не давать корням быть в воде. Просто для того, чтобы влага, испаряющаяся отсюда, выходила вверх. Но посмотрим, будем ли мы в этом году применять вот такой способ полива. Просто я недавно эту поливала орхидейку, вода стекла и осталась там. Что значит холодно или тепло? Ну, в природе орхидея, там, где растут орхидеи, у них нет
ярко выраженной зимы или ярко выраженного лета. У них не бывает минуса. У них такая среднегодовая температура примерно 20-27 градусов. Вот это та температура теплая, в которой любят жить орхидеи. Но ночью бывает там до 15 градусов. Это все тепло, минуса там не бывает никогда. Поэтому, если у вас, например, на подоконнике 15 градусов, то ей прохладно, почти холодно. Фаленопсисы не любят температуру там ниже 13 градусов. Это для них уже 5 градусов, для них вообще может быть смертельно. Но 13 градусов они пару дней выдержат. И до 35 градусов они хорошо выдерживают температуру. 40, 45, 50 тоже плохо. Тоже плохо сгорят. Вот в этой средней температуре они прекрасно растут, живут, цветут. Про цветение как-нибудь потом, потому что... сейчас кто-то мне задал вопрос про разницу температур, вот там я отвечу обязательно. Так что 13 градусов это холодно, 45 это жарко. Задает вопрос Лена. Рассказать, какие сорта любят воду, а какие не очень. Для новичков это будет полезно. Но все говорят о том, что кот очень любит воду, Леодора очень любит воду. И я как-то рассказывала, что пока у меня кот стоял в воде, он... Вот находится кот, вон там с двумя цветоносами. Я его купила в прошлом году летом, и когда он у меня стоял на наращивании корней в воде, он моментально как-то выпивал воду, прямо это ему нравилось. Сейчас, обратите внимание, я ухаживаю за ним точно так же, как за всеми орхидеями. С просушками, с поливом, с просушкой, полив, просушка. Никаких дополнительных поливов и опрыскиваний ни коту, ни Леодора я не устраиваю. За всеми фаленопсисами, вот за всеми, которые позади меня, которые у меня в других комнатах, которые я вам показывала сейчас, там попугаи и все остальные, абсолютно одинаковый уход. Не могу сказать, что вот там кто-то у меня вот сейчас просто активно выпивает воду. Выпил, ждешь, пока полью со всеми вместе. Никаких особенных условий я не устраиваю ни одному цветку. Алена П. Скажите, пожалуйста, какая температура у вас дома, где растут орхидеи, цветут и на балконе? Как вы создаете разницу температур, необходимую для цветения, или таковой у вас нет? Вот термометр. На нем понятно, что 23, по-моему, с чем-то градуса сейчас в комнате, где растут и живут орхидеи. И сегодня у нас на улице дождь. И очень большая влажность для нас. 39% влажности. Это много. Для нас это много. Даже когда идет дождь и открыты все окна, больше 50% влажности ни зимой, ни летом я никогда не видела у нас. 80% не бывает никогда. Создаю ли я разницу температур? Как я могу в обыкновенной квартире, в обыкновенном пятиэтажном доме создать разницу температур? Никак. У меня такой же, но те люди, которые живут в квартирах, они понимают, что у них есть центральное отопление. Его включают, по режиму выключают. У нас, например, включают отопление 15 октября, выключают 15 апреля. Вот сейчас получается разница температур. То есть в квартире может быть 23, на балконе может быть 20. Если открою окно, а у меня здесь вот на окне я убрала все орхидеи, у меня здесь нет сейчас орхидей, я могу на ночь открыть окно, на улице будет прохладнее, поэтому создастся какая-то разница температур. И вообще, когда вы находитесь в комнате, где у вас стоят цветы днем, и, например, а на улице еще прохладно, все равно в комнате теплее. Ночью будет прохладно. Вот она разница температур. Для фаленопсиса достаточно 4-5 градусов разницы температур для цветения.
создать сама я ее специально, ну, я просто не могу. Они привыкают вот к разнице температуры осенью и к разнице температуры весной. А если еще солнышко светит в окошко, то, естественно, комната нагревается, становится теплее. Ночью солнышка нет, становится прохладнее. Вот вся разница температур, которую я могу сделать для цветов. Это не я, это сама природа, это все как у всех. Никакой не могу я создать. Но единственное, что у нас летом действительно очень жарко, у меня работают с плиты, и с плиты у меня летом настроены на 26 градусов. Но это не говорит о том, что около окна опять же не теплее. Солнце есть, все равно теплее немножко. Цветение можно добиться удобрением. И вот эта разница температур осенью и зимой дает тоже возможность зацвести. Вот сейчас у меня те, которые не цвели в зиму, сейчас выпускают цветоносы, будут цвести в лето. А те, которые цвели в зиму, или продолжают цветоносики, или опять выпускают. Ну, в общем, все по-разному. Даже каждый цветок, он всегда индивидуален. Просто индивидуален. Некоторые заканчивают цветение, и тут же еще цветонос дают. Причем я даже удобрять не успеваю. Просто не успеваю, следующий цветонос идет. Но когда, если дал цветонос, естественно, я в этот момент продолжаю удобрять орхидеи. И когда закончил цветение и ничего больше не делает, ну как ничего, ну растет листики, растет корешочки, вот тогда я начинаю удобрять, но удобрять с азотом. И даже при этом удобрении они иногда дают цветоносы. И вот замечательный есть у меня, позади меня цветок. Вот в этом углу он стоит. Вот висит его цветонос. И сейчас мы поднимем камеру, покажем. Цветонос больше метра. Он у меня цветет с августа 2019 года. И вот что бы я с ним ни делала, я его уже рассказывала про него и не раз. Я его уже и пересадила. И в тот момент, когда он цвел, и уже решила, что ну цветет и цветет, ну год цветет, но надо как-то удобрять. При этом корни он растит, листиков там нет, новых листиков нет. И я его уже и с азотом удобряла, и без азота удобряла, и таким удобрением, и другим удобрением. Вот ему все равно. Он продолжает и продолжает цвести. Есть и такие интересные орхидеи, которым абсолютно все равно, что я с ними буду делать. Пересаживать, не пересаживать, удобрять, не удобрять. Он продолжает этот цветонос. И я его оставила как эксперимент посмотреть, сколько же может цвести фаленопсис. Оля Симонова. Видимо, новичок в орхидеях, и слова биглип, пилорик, орхидеи, бабочки вообще непонятны. Давайте начнем, наверное, с биглипа. Вот стоят два биглипа. Биглип переводится как большая губа. Вот это большая губа. Причем большая губа бывает разная. Вот она, большая губа. И вот большая губа. Вот эта нижняя часть, это называется губа. Вот тоже большая губа. Это биглип. Фаленопсис только вот из-за этой губы он называется биглип. В остальных, сейчас я вам сниму стандарт. Покажу стандарт. Вот отличие губы, это обыкновенный стандарт. Вот здесь маленькая губа, это стандартный обыкновенный фаленопсис. Бабочка. Вот недавно купленная бабочка. Бабочка мультифлора. Разница в размере цветка. Мультифлора всегда мельче. И бабочка, это значит, что у нее вот на этих лепестках есть вот такие защипы.
Вот эти два лепесточка вот с такими защипами. Вот это бабочка. Вот второй сорт, но это не пилорик, а просто такая мутация. Ну, тоже бабочка, просто мутация другая. Пилорик, сейчас пойдем на полки смотреть. Вот пилорик, это значит, что 3 лепестка цветут нормально, а губа и еще 2 лепестка собраны в тюльпанчик. Это пилорик. Это называется пилоричность. Но это тоже такая мутация. Причем вот этот цветок, вот один его цветонос, он пилоричный. А вот там второй цветонос. Он. И никакой пилоричности там нет. И вот этот цветочек, который смотрит на нас, у него срослись лепесточки. А остальные все цветы на втором цветоносе без пилоричности. И давайте быстренько пройдемся по полочкам, посмотрим. Вот это фаленопсис стандарт. Это стандартный цветок. А вот это мини-орхидея. Сейчас поднесу, чтобы вы видели разницу в размере. Это мини. Такие мини-орхидеи могут быть совсем крошечные или перерастать в более крупное состояние. Тогда она превращается в миди. Вот Цога Вивиан, она не превращается ни во что, она такой же маленькая остается. И крем... Ой, так, сейчас вместе покажу. И Крэмбери Чача, вот они маленькие. Там на заднем плане стандартики. Здесь наверху все стандарты. А вот эта розовая крупноцветковая. Просто цветок крупный. Сейчас какой бы взять, рядышком показать. Ну вот рядышком, смотрите. Вот видите, разницу в размере просто. Если вам очень нравятся орхидеи, вы обязательно разберетесь, что такое пилорик, что такое бабочка, что такое биглип. Кстати, всегда можно в интернете задать этот вопрос. Просто назовите фаленопсис биглип. Будут картинки, и вы поймете разницу в губе или разницу в размере цветка, например. У меня есть биглипчик. Вот такой же маленький, вот такой мультифлорка есть. Сейчас их стараются и такие, много интересных. Разберетесь. Это не сложно. Это на самом деле, пока вы не погрузились в эту тему, вам сейчас сложно. Потом будет очень просто. Вопрос от Гестии. Подскажите, какой фракции керамзит? У меня мелкий керамзит. Ссылочка или здесь будет. Я просто очень подробное, у меня есть видео о керамзите, я рассказываю, показываю, какой керамзит и мой керамзит. У меня очень миленькая фракция, вот сейчас возьму вам, чтобы в руках было понятно. Вот от такой давайте вот сюда положу, чтобы было понятно, какой. Вот от такой до такой фракции у меня керамзит, но просто это в пакетике, где я покупаю. Давайте на руке еще покажу. Вот разная фракция у меня керамзит. Ну, под видео будет ссылочка, посмотрите про керамзит. Прямо все там очень подробно, почему и как, и что я делаю. Майя Соловьянова. Можно ли узнать название двойного горшка? Вот эта фирма Левенгрин, по-моему, горшок называется Протея.
Есть у меня двойные горшки, вот эти. У них вообще нет названия. Вы можете просто, если у вас не продаются такие горшки в магазинах, вы можете просто набрать в интернете двойной прозрачный горшок или горшок для орхидей. У меня их много и много разных. Даже у Протеи, вот у производителя, у него, по-моему, 7 видов разных именно формы горшка. Поэтому я их названия все не знаю. Предпочтение каким-то одним, ну, мне просто удобно вот в таком горшке. Просто горшки по форме бывают разными. Вот у меня на заднем, позади меня, на заднем плане стоят лодочки. Вот лодочки, это калипсо называются. У них просто столько много разных названий, что название даже не имеет смысла. Имеет смысл только в том, что они прозрачные. Прозрачные и двойные. Ну, пока вам показываю, увидела, что в этой лодочке новый цветоносик появился. Так, давайте тоже отставлю пока эту лодочку. Очень много вопросов появилось после видео, когда мы разбирали с вами орхидею, и там были красные корни. Я на эту тему уже сняла продолжение, рассказала вам, почему я так поступаю, что для меня значат эти красные корни. Не знаю, что быстрее выйдет это видео или про красные корни, но вот про фузариоз, про почему я так обрабатываю, почему я так делаю и с чем я столкнулась. С фузариозом я столкнулась почти 1,5 года назад. Поэтому будет подробное видео, почему же я все-таки обрабатываю их фундазолом. Подождите, следите за каналом, все будет рассказано. Здесь у меня очень много просто идет вопросов о фузариозе. Друзьякина Вера. У нее 20 орхидей, и можно ли вынести орхидеи на улицу? Конечно, можно. В Кисловодске прекрасный воздух, прекрасная будет атмосфера для цветов на улице. Единственное, что нельзя ставить под прямое солнце, и вам придется обрабатывать обязательно от вредителей, потому что на улице, соответственно, вредителей значительно больше, чем проникает к нам в квартиру. Ну, это не самое страшное, поэтому орхидеи чудесно себя чувствуют на воздухе. Попробуйте. Я думаю, что вашим цветочкам понравится. Галина Бобер. Можно ли орхидеи поливать родниковой водой? Ну, родниковая вода может быть состав разный. Попробуйте. Если подойдет эта родниковая вода и в ней нет никаких примесей, вот я бы сделала, если у вас этот родник единственный, который вы можете пользоваться, я бы сделала анализ. Для того, чтобы знать. И то, родниковые воды, они даже разные могут быть. Все время меняется состав воды. Поэтому, вот как и дождевой, так и родниковой, я бы не стала поливать. Потому что вот этот налет, который можно получить, как-то очень долго с женщиной разговаривали о том, что у них прямо специально сделали им колодцы в том населенном пункте, где она живет. Но оказалось, что эта вода не только непригодна ни для питья, ни для умывания, ни для чего, а сделали как бы хорошую воду, а уж для цветов тем более. То есть там невозможно сказать состав воды, и невозможно сказать, подходит ли она вашим цветам или не подходит. Если вы хотите попробовать, попробуйте на одном цветке. Если вдруг цветок после полива этой родниковой водой начинает растить корни, цветет, значит подходит. Но не заливайте сразу все. А вдруг вот там есть какой-то состав, который не подойдет вашим цветам. Будьте осторожны с этим.
Если кроме родниковой воды больше ничего нет, и она вдруг не подошла вашим цветам, можете эту же родниковую воду прокипятить и спокойно поливать. Инна К. спрашивает, чтобы корни не так быстро просыхали в керамзите, можно ли добавить фитиль? Фитиль можно всегда добавить, если вам это действительно нужно. Но я все время опять говорю о том, что в природе корни быстро очень просыхают. То есть влага, нет влаги, напитались они во время дождя или во время утренней росы, но днем солнышко, корешки просохли. И опять повторюсь, у меня они в керамзите для того, чтобы именно быстро просыхали корни. Вот даже в лодочках в этих был фитиль, я убрала. Мне это не нравится. Лучше я сделаю вот так немножечко водички, чем туда запущу фитиль. Но опять же, мы все приспосабливаемся к тому месту, где мы живем, и атмосфере нашей квартиры. Если ваши орхидеи устраивает фитильный полив, то почему не сделать? Но не надо делать всегда на всех орхидеях. Попробуйте на какой-нибудь одной. Если это действительно оправдано, пожалуйста. Почему нет? Пробуйте, экспериментируйте. Думайте о том, что вашим орхидеям будет хорошо или нехорошо. Алекс Лаух. Когда говорят о размерах 1,7, 2,5, 3,5, меняют разница измерения. Это вот маленькие горшочки, в которых мы получаем орхидейки именно по почте, именно там или азиатов, или еще в мху, которые приходят. Это диаметр верхней части горшочка. Я выбросила уже все свои горшочки, такие недавно вам показывала, что я купила 4 орхидеи на выставке. Вот у меня они были все 2,5. Подождите, один-то я оставила, сейчас принесу, покажу. Вот один малышек у меня остался примерно в таком же горшочке, как я его покупала. Это горшочек называется 1,7. Это имеется в виду диаметр вот этого верхней части горшка в дюймах. Потом идет 2,5, потом 3,5. Соответственно, в такой маленький 1,7 сажают маленький цветочек. Естественно, 2,5 это не размер цветка, это размер горшка. Но там уже цветок будет больше, потому что в такие горшочки сажают орхидеи по размеру корней. А естественно, маленький горшочек, маленький цветочек, маленькие корни. Чем больше размер горшка, тем больше сам цветок, соответственно, большие корни. Вот это вся разница. Поэтому так их и называют. И в 1,7 горшочке это очень маленькие орхидейки, которые придется вам растить года 3. Хотя если они зацветают, убирайте цветонос, иначе они не будут расти. А вот 3,5 горшок это практически уже большое, хорошее растение, которое 2,5-3 можно дать зацвести. Это уже взрослые такие, ну почти взрослые растения, хорошие растения. Мила правда. Можно ли на керамзит положить живой мох? Хочется вам? Положите. Посмотрите. Вы опять пытаетесь удержать влагу в горшке. А я опять вам буду объяснять, что корни должны очень быстро просыхать. Мария, и идет какой-то номер. Вот, пожалуйста, я просто опускаю ведерко с дождевой водой и держу час. Добавляю в воду удобрения. Вот о дождевой воде, о поливе дождевой воды и воде я уже много говорила. Целое, опять же, повторюсь, целое видео создано о дождевой воде. Пройдите, пожалуйста, посмотрите, а потом дождевой водой поливаю, там 30% держится влажность. На одной орхидее, одна орхидея набирает бутоны, они скоро распустятся. Все бутоны покрыты мелкими
пупырышками, как прыщиками. Понятно, что там кто-то под ними прячется, и кто-то или что-то прячется. Ну, про дождевую воду понятно. А вот дальше вопрос. Все бутоны покрыты какими-то прыщиками или пупырышками. Не нашла, кто-то прячется, кто-то не прячется. Из моей практики у меня так в бутонах прятались мучнистые червецы. Причем они были миленькие-миленькие. Я их смогла рассмотреть только в микроскоп. Еще очень любят прятаться в бутоны трипсы. Вот пока они не вырастут, потом они когда оттуда полезут, это будет кошмар какой-то. Но и мучнистого червеца, и трипсов можно замочить орхидею, можно не обрезать бутоны, можно замочить орхидею в актаре. Корни орхидеи в актаре. Было буквально недавно видео, где я рассказывала, что от трипсов, от мучнистого червеца, от щитовки, может быть это и щитовка, потому что когда она маленькая, это действительно какие-то маленькие пупырышки. Нужно замачивать корни в актаре. Троекратной обработки будет достаточно. Но для трипса еще, если не раскрытые бутоны, обязательно нужно еще и опрыскивание той же самой актарой. Ну, то есть корни вы отдельно отливаете, сначала разбавляете актару, отдельно отливаете для опрыскивания и замачиваете корни. Обработку надо сделать 3 раза. Я там подробно рассказываю, как нужно разводить препарат 3 раза, немножко по-разному. Посмотрите, сделайте, что у вас получится. Я думаю, что все получится. Потому что актара замечательно действует и на трипсов, и на щитовку, и на мучнистого червеца. Елена спрашивает, вы называете шоколадку, это желтый шоколад. Ой, я ее купила 2 года назад, я уже не помню, желтый это у меня шоколад или не желтый шоколад. У нее ярко-зеленая листва. Вы знаете, пока не зацветет, я даже не могу сказать, шоколадка мне пришла или не шоколадка. Если вы давно смотрите мой канал, а по-моему давно, я вам показывала, у меня была орхидея Ленка 5. Ждала Ленку 5, зацвела вообще не Ленка. Вот так же шоколадкой может быть. Вот когда зацветет, тогда и узнаем, шоколадка это или нет. Вполне возможно, что это даже и не шоколадка, потому у нее и листва другая. Он еще не цвел. Я же его покупала 1,7, он очень маленький. И до сих пор не хочет хорошо расти. Не все орхидеи, прямо вот одни малыши очень хорошо растут, другие капризные. У меня есть орхидея, называется Мила, ей 3 года, а она все время еще вот в таком же состоянии. Выпустит листик побольше, отсушит нижний, опять выпустит листик, отсушит нижний. У нее всего 4 листочка за 3 года. Вот такие бывают, вот опять же 1,7. Вот такие малыши бывают капризные. Алла Рамизова. Вопрос о Йола. Цвела в этом году орхидея за 100 рублей Йола? Да, цвела. Я ее где-то показывала, когда делала обзор. Она у меня стояла на верхней полке. Большие вот такие крупные цветы. Да, Йола цвела в этом году уже. Людмила ЛМ так и не услышала, как вырастить детку на маме. Пока орхидея не захочет вырастить детку, сами вы ее не заставите. Единственное, что можно просто сделать немножечко лучшие условия, в которых может появиться детка. Условия такие: должно быть тепло. И на срезанном вот на таком цветоносе, вот сейчас я вам покажу, вот сейчас у меня прохладно. Сейчас неудобно. Сейчас у меня прохладно. Поэтому вот на этом цветоносе, на старом, он собирается продолжить свое цветение и выпускает цветонос. Вот эти живые почки, вот спящие почки называются. Вот 1, 2 и 3. И здесь точно так же. Вот из этой спящей почки в прохладе чаще всего растут цветоносы. И вот он собирается растить цветонос. А если бы было 25-30 градусов, то, может быть, здесь бы получилась детка. Здесь зависит от температуры. Но заставить орхидею вы не сможете никак. Эта орхидея решает сама.
Продолжать что-то на цветоносе или не продолжать точно так же, как и прикорневая детка. Никак вы не сможете без гормонов и без цитокининовой пасты, но ни в коем случае не пользуйтесь цитокининовой пастой. Это страшный гормон, который может потом просто убить всю орхидею. Или вырастить какого-то мутанта. Ну, если вы не боитесь потерять орхидею, пользуйтесь. Я боюсь. И не хочу пользоваться никакими гормонами. Зумрад Кулдашева. Подарили фаленопсис в ноябре. Я его залила. В январе все цветы опали, корни по центру стали желтыми и сгнили. Осталось всего пару корней. Я обработала в антибиотики. Она сейчас стоит на воде. Мне ее пока не сажать. Ну, во-первых, в антибиотики, если у вас нет Максима, если у вас вообще ничего нет, то, конечно, можно обработать в антибиотики. Но если орхидея не начнет растить новые, молоденькие, раскукливать корешки, вы ее посадите, она у вас опять сгниет. Подождите, посмотрите, чтобы у нее начали расти корешки. Раскукленный корень – это вот такой растущий корень. Он может начать и в воде, может начать рост от самой орхидеи, от стволика орхидеи, может начать растить и раскукливать корешок, который стоит в воде у вас. Подождите немножечко, с таким маленьким количеством корней орхидея может просто не выжить. Поэтому потерпите. Будем надеяться, что после обработки в антибиотики она у вас начнет выпускать новые корешки. Пока не сажайте. Мульматка. Можно замачивать орхидею с активированным углем. У меня к вам вопрос. Зачем? Что вы хотите внести в орхидею этим активированным углем? Ну, во-первых, он не растворяется в воде. Но можно присыпать, когда обрезаем цветонос или что-то обрезаем у орхидеи. Активированный уголь, он просто антисептик. Зачем замачивать орхидею с активированным углем? Он никакой реакции не будет. Не понимаю, зачем это делать. Вот вообще не понимаю. Мы используем или корицу, или активированный уголь, или древесный уголь, или, как я использую, перекись водорода для смазывания среза, чтобы туда не проникла патогенная микрофлора. А замачивать корни бесполезно. Вообще бесполезно. Очень часто задаваемый вопрос, и Ирина Федоренко задает вопрос. Поставила орхидею на наращивание корней, появились корешки от стволика, где-то там раскуклились корешки, но орхидея теряет тургор нижних листьев. Пока орхидея не достает корнями в воду, или пока эти корешки очень маленькие, она из этих нижних листьев, она умеет перераспределять свои ресурсы, и все, что надо для наращивания корней, или она начинает растить новый листик, она берет из этих старых листьев. Поэтому они теряют тургор и высыхают. Так орхидея перераспределяет свои ресурсы, чтобы опять начать жить, начать дать рост новым корням и новым листьям. Поэтому никак вы не восстановите этот тургор, она забирает все. Все нужное забирает из этих листиков для себя. Когда можно посадить орхидею, когда новые маленькие вот эти корешочки достигнут 5-7 сантиметров, тогда вы можете посадить. Поливать очень аккуратно, не загубите, не залейте новые молодые корни. Такое тоже бывает, и вы мне часто об этом рассказываете. ЛД, 2 старых тяжа, 4 корешка, орхидея уже посажена. Если вы ее посадили, вы ее смело можете удобрять через полив.
Опять же, старые листья, 3 листа теряют тургор, значит, она у вас еще никак не питается и опять же забирает все ей нужные вещества из старых листиков. Но она же начала растить молодой листик, значит, все нормально. Удобряйте ее, просто удобряйте. Азот, фосфор, калий, микроэлементы, но только не застарайтесь. Через полив, хорошо просушивая корни. Ирина Крючкова спрашивает, через какое время зацвели мои малыши? У вас малыши и мультифлора цветут 1 раз в году. Частично я ответила на этот вопрос. Кто-то зацвел через год, кто-то зацвел через 2 года, кто-то не зацвел еще вообще. Мультифлоры у меня цветут чаще всего 2 раза в год. И малыши, например, у меня сапфирчик, он уже в этом году цвел, выпустил новый цветонос буквально сразу. Ну, вот один цветонос засушил, следующий выпустил. Поэтому у меня есть орхидеи, которые цветут и 2, и 3 раза в год, и мини-орхидеи цветут по 2 раза в год. Я не могу однозначно сказать, что они цветут 1 раз в год. И есть орхидеи, которые цветут четко раз в году и больше не цветут. Но чаще всего цветут по 2 раза. Я думаю, что это не зависит от малышей, это или не малышей. Я думаю, что это все равно зависит от удобрения. Вот я начала сейчас уже и большие, и маленькие, которые отцвели орхидейки, удобрять. Удобрила буквально 2 раза, и одна из орхидей выпустила 2 цветоноса. Нарбоны, которую я показывала, она цвела в этом году. Она продолжила на старом цветоносе выпускать цветонос и выпустила уже еще 1 новый цветонос. Орхидеи все разные. Как и люди, цветы тоже все разные. Наблюдайте за своими цветами, и вы поймете, будут они у вас цвести 1 раз в год, 2 или 3, как они делают у меня. То есть все время какой-то идет круговорот. Кто-то отцветает, кто-то зацветает по новой, кто-то на старых цветоносах продолжает свое цветение. Не обрезайте старые цветоносы. Я никогда в лето не отрезаю цветоносы, потому что знаю, что очень часто продолжают еще наращивать веточки и цветут. А в осень всегда обрезаю для того, чтобы в осень-зиму обрезаю все цветоносики для того, чтобы уже готовить цветы к хорошему цветению зимой. Но на этой приятной ноте я заканчиваю сегодняшнее видео. Хочу, чтобы ваши орхидейки точно так же, как и у меня, цвели очень красиво, обильно и всегда вас радовали. Задавайте свои вопросы. Буду делать такое же следующее видео с моими ответами. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.